Kuidas sa täpselt Eestisse jõudsid? Ну, изначально плана никакого ехать конкретно в какую-то страну не было. Мы просто решили, что нужно уехать. Поехали сначала в Польшу, поставили сами себе условия, что если мы сможем устроиться в Польше, то есть работа и жилье, ну, то есть в пределах какого-то комфорта. В Польше было просто немеренное количество людей, которые туда выехали, и оставаться там и нормально жить, ну, это просто невозможно. То есть ни работу, ни жилье мы найти не смогли. Мы буквально одну ночь переночевали на этих койках общественных. И мама узнала, что есть бесплатный автобус до Эстонии. И на следующий день, днем мы уже там сели на него и уехали в Эстонию. Там было на выбор два города, Таллин и Пärnu. Мы сказали, что преимущественно Таллин, но нам без разницы, и попали вот сюда. Kui sul oli lemmikloom, siis kas sa said ta kaasa võtta? Ну, у меня есть собака, кошка и две улитки. Изначально, ну, собака сразу отпадала, потому что там медведь, который весит 80 килограмм, дома оставались бабушка с папой, поэтому, ну, как бы собаку мы даже в идеях не было брать, потому что мы просто бы ее не смогли провести. Ну, кошка, соответственно, потому что это, ну, она довольно массивная, а там в этом транспорте везде, ну, очень тесно, то есть там, ну, буквально не продохнуть. Эти автобусы, поезда, это просто невозможно. К тому же у нас не было приспособлений, потому что у нас домашние, ну, просто невозможно вывести. Вот улиток была идея вывести, но там тоже очень много условностей. Тогда было очень холодно, там минус 10, минус 7 ежедневно. И нести их в сумках, это тоже была плохой идеей, поэтому мы всех оставили там. И, ну, они сейчас остались, вот их никуда больше не везли, они остались вот у нас дома, и там про них заботятся, то есть с ними все хорошо. Kust kohast Ukrainas sa täpselt tulid? Если не ошибаюсь, это называется правобережная Украина, Запорожье. Это, по-моему, 200 с лишним километров до Донецка. Там ничего такого особо не происходило, то есть, что прям, ну, обстрелы, но довольно близко к Донецку, и мы уехали, потому что с каждой тревогой все больше было слышно взрывы, и, ну, та перспектива, что если тут там начались бы сильные обстрелы, то мы просто не смогли выехать, потому что вот мы видели истории из городов, там Мариуполь, еще там какие-то города, но больше всего Мариуполь знаю, там едут машины, у них окна прострелены пулями. И, ну, нам такой перспективы совсем не хотелось. И пока ходил транспорт, мы решили уехать. Ну, кстати, до сих пор там в Запорожье все хорошо. И взрывы там крайне редко, слава богу. Но все равно, то есть какой-то страх возник, потому что, ну, чаще там новости появлялись о том, что какие-то разрушения где-то поблизости в области нападения какие-то были, и мы решили вот уехать. Но это довольно близко к Донецку, но не настолько близко, чтобы в горячей зоне. Millised on sinu hobid? Я до начала войны в Запорожье есть детская железная дорога, это такая узкоколейка, где движение как бы обслуживают дети. Я работал там, и вообще у меня увлечение по транспорту общественному. Я занимался там. Ну, вот я туда пришел в 2018 году, и потом вот 20 по 22, ну, я, можно сказать, практически там не был, потому что там была эпидемия, потом просто у нас было там плохое состояние с ней, вот, часто там были поломки, а сейчас война. Ну, а так у меня увлечение, ну, наверное, немного всякое творчество такое свободное и транспорт, и все. Kas sa pead õppetööd Eestis jätkama? Изначально планы поступить в школу были, но там, по крайней мере, мне так мама сказала, что там очень много условностей, и самое главное это то, что я могу просто не поступить в выпускной класс, и сейчас в Украине, по крайней мере, учился в 9 классе, это выпускной считается. И решил уходить после 9, но нам сказали, что
меня могут в выпускной класс ну, не принять. И тут так подвернулось, что в моей прошлой школе началась дистанционка. И в силу этого я решил просто закончить на дистанционке школу, потому что сказали, что вроде бы они как смогли организовать это тем планом, чтобы мы смогли вот уже до мая или до июня доучиться дистанционно. Поэтому я сейчас учусь в своей школе, но дистанционно. Mis plaanid sul on järgmiseks aastaks? Ну, вообще у меня планы часто меняются. Ну, изначально я хотел работать в сфере транспорта, а еще свободно, то есть на фрилансе заниматься творчеством. И, ну, и в силу того, что началась война, планы могут немного поменяться. Но даже если я останусь в Эстонии, то мне кажется, что никаких в этом трудностей не будет. У меня появился здесь компьютер. И обучиться на работника где-то в сфере транспорта, мне кажется, тоже тут вполне представляется возможным. Мне нравится работать в иллюстраторе, может быть, создание логотипов. Kuidas oli elada Ukrainas, kui sõda algas? Я, когда проснулся утром, увидел сообщение от мамы про войну, ну, честно сказать, я не поверил. Для меня каким-то шоком было, не знаю, потрясением, что вот в 21 веке, то есть вот эта вот Россия под всеми санкциями и угрозами начала войну. Но я просто не поверил, я думал, что там в другом дело, и ну, никак я не мог предположить, что начнется полномасштабная война на всей территории Украины. То есть я изначально не поверил, но потом в течение одного дня я все же в этом убедился, и ну, это меня не столько шокировало, то есть само как бы, ну что война, а то, что ну вот в наше время такое может произойти, то есть просто зайти в чужую страну без причин, убивать людей, ну это вообще шок. Kas sa oled kohanud neid natsiste, kellest Venemaa nii-öelda tahab vabaneda Ukrainas? Ну, наверное, если там считать оправданность в процентах, то там, наверное, будет уходить счет на миллионные процентов. Ну, как бы такие сумасшедшие люди, откровенно говоря, они есть, да. Но их настолько мало, это настолько незначительная часть, эта вот группа, ну, это они, то есть все вот эти вот их какие-то нацистские помыслы, ну, они просто не воспринимаются абсолютно никем. То есть, если там какие-то идеи, не знаю, убивать за русский язык появятся, то, ну, придут санитары в белых шапочках, они их собирают. То есть, никакого такого вот прям групп нацистов и вообще нацизм как основа режима, ну, режима, да, в Украине нету. То есть, там помыслов как-то ущемлять русскоязычных людей, тем более убивать их, ну, просто нет. А отдельные группы, ну да, есть, но там это опять же незначительно. А такого нацизма, от которого нужно спасать военным путем, нет, абсолютно нет. Mida sa teadsid enne Eestisse tulekut Eesti kohta? Ну, вообще мало что. Ну, единственное, наверное, у меня, я не знаю, откуда это пошло, но про Эстонию у меня сложился какой-то, не знаю, стереотип, представление. Честно, я не знаю, с чего я это взял. Но мне всегда казалось, что Эстония тут ну, такие суровые люди, которые ну, очень пунктуальные, суровые, такие хладнокровные, ну, в хорошем смысле. То есть все очень строго, ну, не оправдалось. Kuidas sulle praegu Eestis tundub elada? В силу того, что организации волонтерские нам помогают, мне, ну, то есть таких жалоб, ну, абсолютно нет. Мне вполне все нравится, нам помогают, дают гуманитарную помощь. Вот. Нас бесплатно заселили в отель, мы там живем тоже за бесплатно, едим за бесплатно. А еще, ну, я не знаю, стоит ли это упоминать, но когда я принял участие в конкурсе фильмов, мне подарили ноутбук. Вот. То есть жалоб абсолютно никаких нет, таких абсолютно все мне нравится. Нам помогают, и ну,
вот я слышал, что некоторые говорят, что обижают русскоязычных людей. Ну, я, правда, мало общался, но никакого такого ущемления в сторону русского языка и русскоязычных людей не видел. Et mõned kiusajad on alati, et selle vastu ei saa, et see on ju igal pool, ükskõik kus sa elad. Kas sa pead ennast nagu vene keelt rääkivaks inimeseks ja selle kaudu siis ka natuke nagu venelaseks? Русским я себя абсолютно не считаю, ну, разве что русскоязычным, а русская культура, ну, мне куда более знакома культура и традиции Украины, чем русская. Там, ну, я мало вообще, ну, действительно почти ничего об этом не знаю, только разве что разговариваю на русском языке. Kui avaneb võimalus, siis kas sa läheksid tagasi Ukrainasse? Изначально я, если честно, был сторонником того мнения, что там, вот, ну, в Украине вообще СНГ ловить абсолютно нечего, и что я уеду при первой же возможности. А по началу войны, еще добавлю, что мне казалось, что наш народ куда более разорганизован. То есть совершать великих дел с помощью народа, ну, абсолютно не получится, и я, ну, не верил вот в эту вот сплоченность. Но с началом войны, и, ну, там народ противостоит больше, наверное, чем вооруженные силы, у меня появилась просто уверенность, что если идея хорошая, полезная для страны и для народа, то ее абсолютно можно реализовать. И, ну, я бы все-таки вернулся в Украину, потому что, ну, раньше я презирал за такую, ну, как вы, ну, вообще я был полным, как бы, врагом этого мнения, что вот если все уедут, то страна просто развалится. А сейчас я более склонен к такому мнению, потому что если все разъедутся, в том числе и хорошие умы, то, ну, эта страна просто превратится, наверное, образуется четвертый мир, в котором будет эта страна четвертого мира. И я считаю, что, ну, стал считать, что если хочешь чего-то менять, то нужно, опять же, если это возможно решить таким более мирным и цивильным путем, то решать, а если нет, то опять же протесты, и ни в коем случае не давать себя и свой народ в обиду, потому что это противостояние, оно хоть и, наверное, немного откатило Украину, но, как видите, мы с позором выгнали президента, который просто отдавал Украину России, и сейчас мы уже куда более намного вольны решать, ну, чего нам нужно. Если раньше Украина и Россия это было одно и то же, то есть там никто ничего не решает, и там. То есть сейчас это кардинально поменялось. Если сравнивать нас с Россией, то у нас намного больше свободы. Kas terve su perekond tuli sinuga koos Eestisse? Нет, переехали только мы с мамой, остальная семья осталась в Украине. Вот, ну, в основном не столько, что нет возможности. Некоторые, ну, из моей семьи просто не захотели ехать, и они остались там. Ну, они сейчас относительно в безопасности, поэтому все хорошо. Miks sa soovisid meile intervjuud anda? Ну, честно говоря, такой какой-то конкретной цели, ну, нет. Я просто увидел, что проходит конкурс, и к тому же очень много помощи в этом конкурсе, и почему бы не поучаствовать. У меня много свободного времени, и мне, ну, было скучно, мне просто нечем заняться здесь. Как бы поучаствовать в медийном таком, хоть и небольшом пространстве, всегда хорошо. Aga aitäh, et sa olid meie küsimustele nõus vastama ja loodame, et siis sind Eestis koheldakse soojalt. Спасибо.